Друзья, всем привет, дорогие мои серферы, бездельники-девианты. Приветствую на моем канале. И я хочу сейчас сказать несколько тезисов относительно той ситуации, которая сложилась у нас в отношениях между Украиной и США. Поскольку тот вал незламности, которая сейчас несется в украинском сегменте интернета, наводит на мысль, что многие потеряли рассудок, и вопли относительно того, что мы там чуть ли не в войну с США сейчас войдем, и мы можем игнорировать поддержку США, необходимо все бросить на американском направлении и сконцентрироваться на европейском. Дескать, Европа нам поможет, смотрите, какой Макрон сильный, и сейчас там что-то предлагает, плюс те же самые британцы, вот-вот подойдет помощь, и все будет хорошо. Так вот, все это чушь собачья, которая игнорирует реалии, и я предлагаю смотреть на ситуацию здраво и делать то, что велит нам рассудок, а не эмоции. Потому что эмоции — это самое худшее, что мы можем позволить себе в нашей сложной ситуации. Так вот, давайте вот смоделируем, каковы будут последствия ухудшения отношений с США. А реально мы сейчас видим, как Зеленский и его администрация заходят в жесткий клинч с администрацией Трампа и с ним лично, и ничем хорошим это не закончится. Итак, что такое драка с США? Это минус ПВО, это минус спутниковая разведка, минус Хаймерсы. А вы же, наверное, в курсе, что Хаймерсы работают просто как в руках наших военных, просто как доставщик ракет в нужную точку, где нужно нажать нашим военным кнопку, потому что американцы контролируют, куда, когда, и где наши Хаймерсы бьют по российским позициям. То есть они контролируют целеуказания, и, соответственно, Хаймерсы тоже будут минус в случае, если мы заходим в этот клинч с Трампом. Кроме того, минус также F-16, потому что они точно так же отключаются. Минус боеприпасы и оружие со всеми американскими компонентами. А те, кто говорят, что мы получим европейское оружие, просто не понимают, что в европейском оружии, 70% европейского оружия, оно с американскими компонентами. То есть американцы вырубают и его. И если там Швеция и Франция будут нам помогать, представим такую ситуацию, вы должны понимать, что там потенциал Швеции поставить там несколько сот бронетранспортеров в течение года. Где-то 400-500 бронетранспортеров они могут произвести. Чтобы, скажем так, картинка была у вас перед глазами, такое количество бронетранспортеров — это приблизительная потеря Украины в бронетехнике за пару-тройку месяцев. Да? Таким образом, фиксируем минус боеприпасы и соответствующее оружие, которая уходит, так сказать, от Украины в случае, если весь этот трэш, который мы наблюдаем, продолжится. И, конечно же, минус Starlink, потому что Маск же тоже плохой. А Starlink — это обеспечение такого значительного куска связи в нашей украинской армии. Соответственно, какие альтернативы? Да их нет. На текущий момент нет. Все удары дронов, в том числе, кстати, тоже, не все удары, но часть ударов дронов тоже с использованием Старлинка происходит. По крайней мере, на нашей территории. Короче говоря, минусов очень много, как видим, и они существенные. Теперь давайте посмотрим, какие будут плюсы. Какие же будут плюсы? Мне самому интересно. Во-первых, мы можем нарваться на финансовые ограничения, вплоть до блокирования свифта.
нереалистично, думаете? Я думаю, вполне реалистично, потому что второй пункт. Я уверен, что в ближайшее время мы увидим, как в западных СМИ, прежде всего в американских, начнут пачками вываливаться антикоррупционные расследования. И они пойдут потоком, они будут идти по нарастающей, и они будут задевать и окружение президента, и, возможно, самого президента, и всю его команду. И, собственно говоря, вот эта вот, значит, патриотическая потужность, она окажется под большим ударом, потому что окажется, что потужность причастна к различного рода коррупционным аферам. И это все будет с цифрами, с чувством, с толком, с расстановкой. Ну, короче говоря, как умеют американские антикоррупционеры-журналисты. И вот, когда это все пойдет потоком в американских и европейских медиа, то следствием будет финансовые ограничения, пункт 1. Ну, потому что у Трампа будет повод для того, чтобы сказать: смотрите, ну, там же коррупционеры, а зачем потакать коррупционерам? Поэтому мы врубим вот эти вот финансовые ограничения в жестком варианте, вплоть до отключения свифта, хотя я думаю, что до этого не дойдет, но тем не менее. То есть появятся проблемы, появится куча проблем у нас, у нашего бизнеса, у нашего государства. А следствием будет еще один пункт, пункт 3, который уже прозвучал из уст Трампа и звучит от Маска и Венса. Обвинение в диктатуре из-за отсутствия выборов. И опять-таки этот 3 пункт будет напрямую связываться с пунктом 1 и пункт 2, вот, который я только что сказал. Соответственно, это будет формировать позицию, почему Украине необходимо не просто не помогать, но и создавать проблемы. Потому что если они развернут дискурс, что здесь коррупционная диктатура, то, собственно говоря, помощь Запада ставится под вопрос, кому мы будем помогать. И они начнут давить на Европу в этом плане. Собственно, Венс же в Мюнхене уже сказал об этом, что мы отошли от своих ценностей, вы отошли от своих ценностей. А то в данном случае американцы будут апеллировать к этим ценностям. Теперь идем дальше. Соответственно, пункт 4. Вот это давление на Европу, оно приведет к тому, что европейцы начнут считать свои потери. Потому что перед угрозами серьезных санкций и вообще проблем, которые у них сейчас появились в отношениях с США, они, конечно же, будут думать о своем интересе, потому что Европа циничная, Европа беззубая, Европа инфантильная. Они хотят меньше проблем и хотят как можно дольше оставаться в той сладкой неге, да, в том сладком состоянии, в котором они пребывают последние 70 с лишним лет, 80 лет после окончания Второй мировой войны. Там, да. И, ну, собственно говоря, возникает вопрос, насколько Европа проверяет принципиальность, вот, которую сейчас там Макрон пытается демонстрировать, и насколько она будет дальше поддерживать Украину. Уверен, что эта принципиальность будет традиционно по-европейски половинчатой, неэффективной, и как следствие Украина окажется перед очень серьезными вызовами, потому что вдруг она поймет, что европейская помощь не та, что обещали, точно так же, как это было с американцами после 22 года. Соответственно, дальше пункт напрямую связан с тем, что Трамп и его администрация, не скрывая, поддерживают правых, причем правых, ультраправых, европейских, таких как «Альтернатива для Германии», таких как этот Барбос в Румынии, Джорджеску, который чуть ли выиграл на выборах, и теперь весной в Румынии опять выборы. Так вот, давайте просто посмотрим на наш периметр, на периметр Украины. Что мы имеем на текущий момент? Итак, в Венгрии и Словакии недружественные нам режимы, с которыми мы посрались давно, и с той же самой Словакией еще дополнительно поссорились недавно, да, значит, потом
Выборы, как я уже сказал, в Румынии могут закончиться победой пророссийского кандидата со всеми вытекающими сложностями для нас. В Молдове тоже выборы парламентские в этом году. И хотя Санду победила, мы помним, как она победила с огромным трудом. И если победит пророссийская коалиция в Молдове, то у нас появятся еще дополнительные проблемы, потому что в Молдове парламентская республика, и Санда сама, она не вытянет защиту, скажем так, или защиту интересов Украины, она не должна защищать интересы Украины, а она не сможет вести ту политику, которая выгодна Украине, и которая позволяла ей устоять на протяжении последних 3 лет со дня широкомасштабного вторжения России. Таким образом, у нас, по сути, останется одна Польша, и мы знаем, какие у нас серьезные проблемы с Польшей на протяжении последних 2 лет, со всеми торговыми блокадами, историческими вопросами и прочее. Тем более, что в Польше тоже, кстати, выборы президентские, которые, хотя не имеют такого значения, как парламентские, но тем не менее это серьезный кусок власти в польском государстве. И там украинский вопрос тоже остро звучит. Так вот, Польша зависит от США, прежде всего в плане безопасности, потому что Варшава прекрасно понимает, что американцы обеспечивают их безопасность, обеспечивают, по сути, их суверенитет. Соответственно, они будут прислушиваться к позиции США, потому что Трамп может поставить вопрос ребром. И Польша, как ключевой хаб по доставке оружия, боеприпасов сюда, а также стратегических всяких товаров для Украины, она может тоже изменить свою позицию. Это все взаимосвязанные вещи. Таким образом, уже картинка вырисовывается не очень радостная. Дальше возникает вопрос, а что же будет делать Россия и Штаты будут делать относительно морского пути, который позволяет Украине выживать? Потому что сейчас существует договор с Турцией, договор, которая договорилась с Россией о том, чтобы не блокировать украинские, так сказать, украинские порты настолько, чтобы торговля остановилась. И в этой торговле участвуют в том числе и российские суда, которые перевозят грузы в Украину. Вы об этом, может быть, не знаете, но вот я вам говорю. Так вот, очевидно, что и Путин, и Трамп согласованно начнут давление на Турцию для того, чтобы заблокировать морской путь, который критически важен для украинского экспорта, потому что 80% украинского экспорта, прежде всего зерна, вывозится через морские порты. И мы все видели, что было в 2022 году, когда остановилась морская логистика, и Украина получила просто огромные проблемы, не могла вывести десятки миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, а пропускная способность сухопутной логистики на ту же самую Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию недостаточно. Тем более, что, опять-таки, часть из этих стран будет участвовать в торговой блокаде Украины в этом случае. Таким образом, вот я нарисовал такую картину, и многие зададутся вопросом, а что, Трамп способен так действовать? А почему он не способен так действовать? На протяжении последнего месяца он как раз очень решительно демонстрировал, что он способен идти на самые нетривиальные и в какой-то степени даже безумные для многих шаги, но, собственно, в торговых войнах и в давлении он мастер, и он же понимает, что он находится в переговорной позиции сейчас, в том числе и с Украиной, и он любит повышать ставки, начиная переговоры. Так вот, это будет просто сумасшедшее повышение ставок. Оно, по сути, уже началось. Так что все, кто вчера хлопали в ладоши, какой Трамп решительный, какой вот он мощный и непреклонный в
защите интересов США, ну вот вы сейчас увидите, как это работает относительно Украины. И тут самый ключевой вопрос, а стоит ли нам бодаться с Трампом? Какая альтернатива? Я об альтернативе скажу дальше, но я уверен, конечно же, нужно бодаться с Трампом, потому что он, как переговорщик, когда наталкивается на сопротивление, то он начинает понижать свою позицию, и поэтому, конечно, мы можем добиться того, чтобы выгрызть буквально в смысле этого слова выгодные для себя условия. Выгрызть без оскорблений, без дебильного пафоса там, и так далее. Потому что вдруг окажется, вот если мы продолжим в таком ключе, то вдруг окажется, что у нас просто нечем воевать, что спустя 2 месяца страна осталась без патронов, без дронов, без много чего. Да? Потому что мы же не забываем, что еще Китай может к этому всему присоединиться, к давлению на Украину. Если Россия и Путин договорятся, Россия, Путин и Трамп договорятся друг с другом, то что мешает им попросить оказать давление Китая на Украину? Да, Господи, достаточно будет Путина одного, да, Трамп даже не будет обращаться к Си Цзиньпиню для того, чтобы это произошло. И наша зависимость от Китая, я напомню, что мы, наверное, там 80% компонентов по дронам завозим из Китая. Она может в данном случае стать роковой. Так вот, для нас это абсолютно явно и очевидно, это лежит на поверхности. Крайне важно не оказаться в кольце фронтов и не повторить судьбу УНР и директории политических режимов в Украине в 1918-1920 годах, которые оказались без союзников, без поддержки, и в результате просто сколлапсировали под давлением со стороны большевиков, армии Белой гвардии, Деникина, который наступал с юго-востока. И, короче говоря, проиграла тогда Украина свою независимость и не смогла ее отстоять. Или же Польша, которая в 1939 году воевала на 2 фронта фактически, воевала ровно 3 недели. Тут могут сказать, что Гитлер к тому моменту, когда Советский Союз начал заходить в Польшу, уже, собственно, разбил польскую армию. Это действительно так, но нужно понимать, что если бы Гитлер не договорился со Сталиным, то ход войны для Польши мог быть совершенно другим. Потому что Гитлеру пришлось бы держать в голове вероятность, возможность того, что Сталин может поддержать Польшу, исходя из какого-то своего стратегического интереса. А Запад, в лице Франции и Великобритании, мог ударить с Запада. Поэтому, в общем-то, Украине важно не повторить судьбу Польши в 1939 году. Я напомню, что летом 22 года, до конца лета 23 года я говорил, и не только я, Леша Арестович говорил, говорили, скажем так, ряд людей, что для нас за счастьем будет корейский сценарий с частичным вступлением в НАТО по формуле Расмуссена. И, собственно говоря, это максимум позитивного, скажем так, это максимально возможный позитивный сценарий, который был на тот момент. Так вот, сегодня, в феврале 2025 года, нам за счастье будет финский сценарий. Только не тот финский сценарий, это Финляндия, и ему это удалось. И в следующие десятилетия Финляндия потихонечку выгрызала себе субъектность, которая в конце концов привела ее в ряды НАТО. Так вот такой сценарий для нас еще может оказаться хорошим, друзья мои, хорошим. Я просто на этом настаиваю. Значит, отсюда вытекает вопрос. А что же Украина реально может делать? Как она должна выстроить переговоры с США для того, чтобы защитить свои интересы? Ответ будет такой. Украина реально может хорошо сыграть сейчас в этой ситуации, несмотря на то, что она для нее тяжелая. Нужно просто апеллировать к интересам и математике, потому что
Трамп понимает язык математики, понимает язык бухгалтерии, понимает язык денег. И нужно переводить этот разговор именно в эту плоскость. Тем более, что они озвучили там эти суммы в 500 миллиардов. Это же не означает, что Украина буквально там 500 ярдов эти должна отдавать. Это означает, в принципе, перспективу, фрейм, как бы, да, перспективу рамок сделки, вот, в которых можно было бы загнать американцев. И американцы будут защищать тех, с кем связаны большие экономические интересы. И когда Трамп говорит о 500 миллиардах, то это как раз по поводу обозначения интереса к экономике на такую сумму. То есть она может быть меньше, она может быть больше. Но он продемонстрировал наличие интереса. Это уже очень хорошо. Так вот, как Украина может разыграть эту ситуацию? Очень просто. Потому что у нас есть ресурсы и активы, которыми можно привлечь внимание. Первое. ГТС. Тем более, что уже появилась информация, что как американцы при Трампе собираются разыгрывать газовую игру с Европой. Мы же знаем, что зависимость Европы от США значительно усилилась, зависимость от Европы ослабла. И в этой ситуации понятно, что россияне хотели бы вернуться на премиальный рынок Европейского Союза, а американцы хотели бы не допустить их. Или же, если допустить, то таким образом, чтобы извлечь максимальную выгоду из этого. Так вот, в прессе уже появилась информация, что американцы будут предлагать россиянам и европейцам свои услуги в качестве посредника, когда их компания заходит, например, на северные потоки и фактически определяет маржинальность, которую Россия зарабатывает на европейском рынке. Европейская экономика, прежде всего Германия, зарабатывает на дешевом российском сырье. И таким образом американцы имеют возможность регулировать ключевые процессы в европейской экономике и российской экономике, кстати, тоже. Поскольку именно от их позиции будет зависеть, какая будет маржинальность и у тех, и у других, какие будут конкурентные преимущества у энергоресурсов, которые поставляет Америка в виде сжиженного газа, допустим, на европейский рынок. Либо же ее партнеры, там, такие как, допустим, Катар там, да, или Саудовская Аравия. Короче говоря, эта схема может быть использована и для украинской ГТС. Потому что и Путин предлагали такой вариант, только без американцев. Помните, когда была попытка создать газотранспортный консорциум с Европой еще в 2005 году. И тогда же эта попытка была провалена. Ющенко тогда отказал. Ну вот теперь появляется новая вводная, и американцы таким образом будут контролировать важное направление и привязывать к себе всех. Вторая составляющая. По такой же схеме можно сделать аммиак. Тему по аммиаку, она тоже очень важная, потому что это там и удобрения, и химия всякая. Короче говоря, это миллиардные потоки, и в принципе можно как бы ввести американцев в это дело, и они бы опять-таки усилили свое присутствие и свой интерес к Украине. Потом нефтегаз. Ну, здесь все понятно, надо просто впустить американцев в добычу. И вот эти все наши Укргаздобычи и прочие государственные структуры, которые неэффективно бурят, неэффективно вообще развивают это направление, они уступят место как бы современным компаниям. Тем более это будет убивать ту коррупцию, которая сформировалась вокруг Нафтогаза. Соответственно, тут нужно просто быстро действовать, дать разрешение надолго, определять, какой процент прибыли там будут отдавать американцы нам. Но это вполне реально, и это также сформирует долгосрочный интерес. Тем более, что есть еще не разработанный шельф на Черном море, где очень много газа, и мы это знаем. Мы видим, как Румыния, Турция бурят Черное море, все там хорошо. Соответственно, еще один кластер, четвертый, это уран и его переработка.
На сегодняшний момент половину ядерного топлива США получают из России, и это определяет их зависимость. И, кстати, эта зависимость, она влияет в том числе и на переговорный процесс. Ты не можешь просто так взять и послать Россию нахрен, которая может вырубить поставки ядерного топлива для тебя, когда у тебя 20% энергетики это атомные электростанции, а на восточном направлении атомные электростанции дают почти половину электроэнергии, то есть 40%. И ну, представьте себе, когда Россия прекращает поставки этого топлива, это просто коллапс для американцев. Поэтому, конечно же, они заинтересованы в том, чтобы уменьшить, во-первых, такую зависимость. И Украина может в этом помочь, потому что у нас урана на 300 лет добычи. И, соответственно, если их впустить в добычу, приватизировать тот же самый несчастный Востгок или вести там, делать какую-то концессию, ну, короче говоря, те или иные формы партнерства, или с нуля они начнут работать, хотя я думаю, что выгоднее зайти на Востгок, и таким образом создать переработку здесь, в Украине, урана, да, и, в общем-то, мы решим и свои вопросы, поможем решить американцам их вопросы. И это тема на десятки лет и на сотни миллиардов долларов. Поэтому тут нужно заходить как бы вот в эту тему. Наконец, Титан, 5-й пункт, детально в эфире с Егором Перелыгиным мы это все рассматривали. Тоже очень серьезное направление. У Украины есть серьезные позиции здесь. И, собственно говоря, титановая отрасль критически важна для американцев. И они, опять-таки, зависят на сегодняшний момент от того, что поставляется им из России. Поэтому здесь тоже решается этот вопрос. Наконец, ВПК. Европе США требует повысить затраты до 5%. И если Европа привяжет это к установленному количеству дронов, снарядов, ракет и так далее, то Украина может поставить дешевле в несколько раз разнообразную номенклатуру товаров. А США необходимо будет ввести в акционеры наших компаний, чтобы они смогли зарабатывать по той же схеме, как я обозначил с ГТС, там, с аммиаком и так далее. То есть, если Европа захочет, пойдет, она будет поддаваться давлению США. Если Европа захочет, когда она захочет повышать до 5% ВВП, затраты ВВП на безопасность, то она должна настаивать на том, чтобы зафиксировать в количественных показателях то, что она должна иметь в своих армиях. То есть, условно, там, миллиард патронов, там, 100 миллионов снарядов, там, 10 тысяч или там, 50 тысяч ракет крылатых и так далее, и так далее, и так далее. Часть из этого можно будет производить в Украине, потому что мы знаем, что мы достигли серьезных высот в этом вопросе. Соответственно, если Украина предлагает такую сделку европейцам, а им будет это выгодно, потому что можно будет сэкономить в абсолютных показателях в деньгах, но при этом достичь тех показателей, которые будут прописаны в договоре с американцами количественно, то им будет это просто выгодно. И американцам необходимо запускать в это направление для того, чтобы у них был интерес. Ну и, наконец, аграрка. Здесь все понятно. Американцы уже присутствуют. Здесь нужно просто обеспечивать стабильность, ясность правил игры, и все будет хорошо. Ну и, наконец, начать переговорный процесс необходимо со ставки Оксаны Маркаровой, нашего посла США, Украины в США, потому что она вызывает просто изжогу у Трампа и у его команды. Она абсолютно неэффективна, она абсолютно не вхожа сейчас в Белый дом и вообще в какие-либо правительственные структуры США. Поэтому абсолютно непонятно, почему Зеленский дальше продолжает держать ее в качестве посла. Необходима другая коммуникация, необходим хороший опытный коммуникатор, который бы смог наладить нормальный процесс коммуникации с Вашингтоном, используя формальный статус посла
Украины в США. Вот, собственно говоря, такой план действий, и он вполне реалистичен, и нужно просто, закатав рукава, начинать это все дело исполнять, и все будет хорошо. Ситуация не безвыходна, мы можем обеспечить себе прекрасное будущее для Украины, тем более, что она его заслужила. Всех обнимаю, целую, пока.